Всем привет! 16 мая 2021 года. Оборвали мне весь телефон звонками. У всех, у начинающих виноградарей, у большинства проблема. Почему не пошли почки у винограда? Почему они не стартанули? На самом деле причин может быть несколько. Давайте потиху попробуем разобраться. Значит, давайте сразу откатим на полгода назад, на осень. Значит, осенью была ли лоза вызревшая, когда вы ее обрезали? Если была не вызревшая, тут вопрос закрыт. Значит, в этом причина. Если была вызревшая, вы все правильно обрезали, укрыли на зиму. Опять же, как укрыли? Есть случаи, когда укрывают листвой и поздно раскрывают. Потом листву по весне начинаешь снимать, а там уже по сути как перегной. Оно уже все такое перепревшее, жидкая такая масса. И тут вопрос. Почка, получается, выпрела. Хотя многие считают, что она, возможно, вымерзла. Нет, тут уже пошло выпревание. Получается, попала влага, ее это укрытие передержали. Это может быть, кстати, как под листвой, под опилками. Там выпревание почек – это, в принципе, нормальное явление. У начинающих виноградарей есть такое. Если укрывали лапником или какое-то сухое укрытие, когда вы раскрыли, когда вы сняли это укрытие. Другой случай. Значит, человек спрашивает, почему не идет почка, вымерзла или что, было укрыто, все нормально. Кстати, кто не укрывал, все, что выше снега было, все вымерло. Все, что было под снегом, все перезимовало хорошо. Значит, если было укрытие хорошо сделано, без проблем все. Есть вторая засада. Многие открыли свои саженцы уже в середине апреля. А как мы знаем, по Беларуси в моей местности точно до 10 мая были заморозки. Поэтому кто открыл где-то в середине апреля, вторая половина апреля, скажем, есть вероятность, что лоза просто, почки в какие-то из теплых дней уже набухли, начали прорастать, и, возможно, какой-то заморозок их прихватил. Если такая ситуация была, в принципе, ничего страшного, замещающих почек немножко с запозданием. Как бы в каждом глазке есть несколько почек. Есть центральная почка, она самая основная, она самая такая производительная. Но если она вымерзла, ничего страшного, пойдет с замещающей почки. Если вдруг, прям вот там все вымерзло, если корневая нормально, выдаст из корней новые почки. Ничего страшного. Будет немножко отставания, но молодой кустик. Есть такое дело, есть такие ошибки, все мы через это проходили, поэтому ничего страшного особо. Поэтому проблем не вижу. Если посажена была нормально, корневая нормально, куст в любом случае, виноградный куст, он очень сильный. В любом случае он выдавит какие-нибудь почки. Чем ниже он выдавит, тем лучше, будет проще его потом нормировать. Поэтому проблем в этом нет. Ошибки у всех разные, ничего страшного, все через это проходили. Поэтому не надо переживать. Взрослые кусты, они более, конечно, выносливые. И много, кстати, даже на взрослых кустах в этом году, даже у меня такое есть, вроде бы и подвязал все нормально. И самые последние почки на многолетних рукавах, и на них, на лозах, на самых крайних почках, не просыпаются почки. Есть вероятность, что они проснутся. Но если даже не проснутся, скорее всего, лоза, возможно, она не полностью вызрела. С виду вроде бы такая уже была соломина, хрустящая, но внутри, видимо, процессы не все закончились. Поэтому, тоже ничего страшного, оно будет не на конце, а будет ближе к середине. В любом случае, снормирую, проблем с этим не будет. Поэтому как-то так. При раннем открытии, кстати, вот если в середине апреля, к примеру, открыли в этом году, то, в принципе, если пасока пошла, почки начали дуться, то могло повредить и проводящую систему, если продолжительный был заморозок. Представляете, что в лозе уже идет пасока, уже пошли соки, и если лоза замерзает,
ее просто разрывает. Ну вот, условно говоря, как вы в банку налили воды, поставили на мороз, ее просто порвало. Вот такое может быть, кстати, и в лозе. Ну, дай бог, чтобы такого, конечно, не было, но бывает и такое. Ну и давайте сейчас прогуляемся, посмотрим. Значит, у меня есть виноград сейчас под укрытием. Это я раскрыл в прошлые выходные его. И сделал временное укрытие с подбондом и пленкой. Значит, для чего это сделал? Многие задают вопросом, зачем? Раскрыл, потом опять укрыл. Так как у нас все-таки весна с опозданием в этом году, то мне нужно наверстать упущенное время. А под этим укрытием лоза, там теплее, она лучше стартанет. Потому что сейчас у нас все равно по ночам где-то плюс 8, плюс 7 градусов. А для винограда, повторюсь уже не один раз, 10 градусов это биологический ноль. Ниже 10 градусов он не растет. 10 градусов выше он начинает расти. Поэтому по ночам он тупо будет сидеть, не расти. Днем под солнышком будет еле-еле только раскачается, потом опять ночью опять не растет и так далее. Чтобы этих качелей не было, это укрытие оно немножко сглаживает эту температуру. Ну вот сейчас посмотрим, что под укрытием. И у меня есть экспериментальный куст, который без укрытия. Мы сейчас увидим разницу. Вот этот кустик у меня без укрытия. Как видим, почки, они были набухшие, и вот за 5 дней они уже стартанули. Некоторые более-менее, некоторые послабее. Это без временного укрытия. Вот, посмотрите. Сейчас посмотрим, где у меня под укрытием. Вот этот ряд у меня весь под укрытием. Вот я откинул, чтобы посмотреть. Ну вот смотрите, разница, конечно, ощутимая. Что под укрытием, а что без укрытия. И вот так по всему тоннелю. И здесь, в тоннеле этом, конечно, я даже вот чувствую рукой, что здесь температура гораздо выше, чем на улице. И она более-менее здесь стабильная. Вот на рукавах прошлого года старт хороший, а это многолетний рукав, на нем тоже пошли волчковые побеги, но я их в любом случае буду обламывать. Но видно, что даже на них неплохо пошло, но не так, конечно. Они на многолетнем рукаве не такая производительность почек, как на однолетнем побеге. Вот тоже укрытие. Это кадрянка. Кадрянка, как известно, она всегда позже стартует, но и то тут уже почки более-менее набухли. Чуть-чуть лучше, чем без укрытия вот на том кусте. Но если бы здесь не было этого укрытия, они вообще, наверное, только-только бы были набухшие. Потому что кадрянка, она всегда очень медленно стартует. Ну и в завершение покажу мою двухлетку. Это Прима Украины. Значит, она была полностью укрыта землей. И 5 дней назад, когда я ее раскрыл, почки вообще были спящие, они вообще еще не стартанули. Ну вот посмотрите, что на сегодня происходит. Через 5 дней. Вот под этим укрытием. Почки уже стартанули, набухли и уже готовы прорастать. Ну вот такой у меня рядок таких вот однолеток, двухлеток. Ну, как вы видели, все пошло в рост, поэтому если было все укрыто правильно, если вовремя было снято, то в принципе проблем быть у вас не должно. Поэтому, если вдруг не стартанули, подождите, потерпите, может еще стартанет. Если нет, значит с корня выбит новые у вас почки. Новые подписчики, кто подписался, они не в курсе, что при подписке надо обязательно нажимать колокольчик, иначе не будет приходить уведомления о новых видео. Поэтому остальные как бы все уже об этом все знают, но кто не часто тусуется на ютубе, этих тонкостей может не знать. Всем удачи, хороших урожаев, всем пока.